Сегодня я покажу, как экономлю на мелочах. Часто нам кажется, что наши деньги утекают только на какие-то глобальные покупки, но на самом деле огромная часть денег просто уходит на какие-то мелочи или на какие-то вещи, которые совершенно мы не замечаем. А ведь если все пересмотреть, то в год можно сэкономить приличную сумму денег. И также хочу сказать, что я никогда не бросаюсь в омут с головой и в какую-то экономию, когда человек буквально ходит в рваной обуви, экономит на отоплении, замерзает, голодает и так далее. Я буду сейчас показывать вещи, которые лично мне не доставляют никакого дискомфорта, но при этом экономят мне деньги. И не маленькие деньги, если рассматривать это в долгой перспективе, не за один день, а, например, за один год экономии. Коробки от своих посылок, которые мне уже пришли, я использую повторно. Не вижу смысла покупать новые, стоят они обычно не так уж и дешево. И также любые бумажки, целлофанки, которые подходят для этих целей, я использую также повторно. Также в Лидле я беру бесплатные журналы, которые также прекрасно подходят, чтобы в них заворачивать какие-то вещи. Так что на упаковке я неплохо так экономлю. Следующая категория — это, конечно же, книги. Я беру бесплатно книги в библиотеке, мы зарегистрировались там сразу, а также стоят по Британии вот такие вот ящики, в которых тоже можно взять книги. Или на крайний случай купить их в Charity Shop за копейки. Не вижу смысла тратиться на книги, когда они доступны бесплатно. Конечно же, искусственная елка. Она намного бюджетнее обходится, чем покупать каждый год настоящую живую. В прошлом году мы такое практиковали, но, во-первых, мне стало очень жаль дерева, я так и не смогла ее спасти. Я хотела ее пересадить, у меня ничего не вышло. А во-вторых, это, конечно же, дорого. Декор. Я стараюсь использовать один и тот же декор, если покупаю, то что-то по минимуму. Для меня было открытием, что есть люди, которые каждый год елку наряжают по-разному. Для меня это дорого и нецелесообразно. Но, как говорится, каждому свое. Я предпочитаю использовать одни и те же игрушки. Следующая категория — это, конечно же, тряпочки для уборки дома и кухни. У меня вот такие многоразовые, их гораздо дешевле стирать, чем постоянно покупать вот такие тряпочки одноразовые, которые очень быстро приходят в негодность. Но, к слову говоря, я тоже научилась такие тряпки стирать, и это тоже немножечко мне сэкономило деньги, потому что раньше меняла раз в неделю. Одноразовые перчатки просто нанашиваю до дыр, и так немножко тоже экономлю. Губки для мытья посуды стала покупать подороже, разрезаю на две части, упаковки из 6 штук хватает на целый год. Я заметила, что они гораздо больше износостойкие, чем дешевые губки, и так это тоже мне экономит средства. Казалось бы, купила вещь подороже, но сэкономила при этом. Старые зубные щетки я не спешу выбрасывать, использую их для уборки. Я не покупаю ополаскиватель для белья, потому что использую капсулы 3 в одном, в которые ополаскиватель уже входит. Как по мне, это намного выгоднее. Моющее для посуды покупаю вот в такой упаковке, сразу 2 литра. Это намного дешевле, чем покупать в пластиковых бутылках. У меня нет посудомоечной машины, и моющее мне нужно постоянно. Также для уборки я стала использовать обычную соду. Я чищу ей вот такой вот металлический умывальник, а также ванную комнату. А чтобы обеззаразить ее, я использую один чайник кипятка, которым все потом поливаю. И все у меня всегда блестит от чистоты. Конечно, мыло. Я перешла вот на такое твердое, которое варю сама. Очень увлекательное занятие. Покупаю вот такую специальную основу, и получается прекрасное мыло без запаха. Также такое мыло абсолютно не сушит руки. Правда, храню его в пищевой пленке, которую до сих пор покупаю. Моющее для плиты. Я его заканчиваю, буду переходить на жидкое мыло. Оно дешевле, но мыть надо сразу после того, как что-то вы разлили. Я проверила, все прекрасно отмывается, но жидкое мыло дешевле, чем такое моющее. Из моющих я использую для мытья стекол пятновыводитель, отбеливатель, для чистки барбекю. На всякий случай стоит моющее от плесени и смазывание замков. Да, я так и не смогла от этой категории отказаться. И не смогла отказаться еще от мусорных мешков. Тоже решила вставить это в это видео, чтобы вы понимали, что не от всего, конечно, можно отказаться.
коврик для запекания. Вот так он выглядит, потому что я очень много запекаю. Он многоразовый, его легко мыть. И он, конечно же, гораздо выгоднее, чем постоянно тратить пергаментную бумагу. Вот на этом я экономлю и использую многоразовую вещь. Ну и также получается меньше мусора воспроизводить. Тарелочки. Да, покупала такие как-то, а потом поняла, что проще купить из пластика и использовать их много раз. Вот, пока у меня пластиковых нет, но обязательно приобрету свечи. Я не могу отказаться от свечей, обязательно их покупаю. Для меня это уютно, но выгоднее брать по несколько штук. Проверено. Дальше уход. Я пересмотрела давно свой уход и поняла, что мне огромное количество баночек не нужно. Вот все, что я использую. Просто пилинг, хороший увлажняющий крем и ретинол. Да, не покупать ничего лишнего тоже экономит ваши средства. Конечно же, выгоднее было бы мне отказаться от линз и носить очки, но здесь я рассказываю в том числе и про комфорт. Мне намного комфортнее носить линзы. Один парфюм. Я действительно считаю, что большое количество парфюма не экономит ваши средства, потому что некоторые из них могут прийти в негодность. Я не могу отказаться от влажных салфеток. Для меня это важный атрибут в туалетной комнате. Не всегда есть возможность помыться после туалета. Салфетки здорово выручают. От ватных палочек и как это называется, зубочистки, я тоже не смогла отказаться. А еще от таких салфеток, которыми вытираю лицо. Ну, не знаю прям на что их заменить. Гуаша. Несколько раз у меня каменный или не помню какого материала разбивался. Я купила металлический, это прям супер. Еще вместо скраба я использую вот такую щетку резиновую. Это очень-очень выгодно. Классно все отшелушивает. Использую просто с гелем для душа, которым умываю лицо. Вот уход мой за волосами и телом. Просто бальзам. Вот это та самая просто чудо-штука для лица, тела, подмывания. Ей моюсь я и дочка. Это масло для душа от Биодерм. Просто классная вещь, которая мне очень хорошо экономит средства. Причем я покупаю ее в пакетах и заливаю вот в эту бутылку, потому что в пакете купить дешевле, чем в бутылке. Также решила заодно показать уход дочки и мужа. Как видите, у нас не так уж и много баночек. Все только супер необходимое. Ничего лишнего я не покупаю. Кухонные полотенца у меня исключительно многоразовые, одноразовыми я не пользуюсь. Дальше важный момент – это ваш холодильник. В нем должно быть все самое необходимое. Я стараюсь чересчур его не забивать, супермаркеты у нас рядом, для того, чтобы никакая еда не портилась. А также я активно использую услуги своей морозильной камеры. Вот, например, мы не доели макароны с сыром, я не понимаю, зачем их выбрасывать, я их заморозила и потом как найду. Я не использую освежитель воздуха. У меня в туалете, например, есть вот такое окно, и оно всегда у нас на микропроветривании. В туалете всегда свежайший запах. А вот, например, когда я варила мыло, остатки этого мыла остались вот в этой емкости. Я их использовала. Вот такие штуки, которые у нас забирают влагу из дома. На них я готова тратиться. Овощи, фрукты оптом. Да, это выходит дешевле, если вы едите их много. Мы, например, обожаем мандарины. 2 килограмма было выгоднее купить, чем полкилограмма. Конечно же, я загружаю полную стирку и никогда не стираю в стиральной машине только несколько вещей. Это максимально невыгодно. Я перешла на многоразовые средства гигиены, на вот такие натуральнейшие прокладки из хлопка, которые не протекают. И вам советую. Средства гигиены сейчас стоят очень даже недешево. Но, к слову говоря, в Шотландии можно их получить бесплатно. Вот, например, в центре, куда я хожу изучать английский, они лежат. Не стесняйтесь ими пользоваться. Конечно, это ваш гардероб, вещи. Стараться просто не покупать ничего лишнего. У меня пока с этим получается не очень, но я стараюсь. Питайтесь хорошо и разнообразно для того, чтобы не тратиться на витамины. У нас это только витамин D и никакие другие витамины мы не пьем. Дешевле, просто полезно, разнообразно питаться. Следующая категория – это батарейки. В Шотландии стоят они почему-то максимально дорого, и мы купили специальный прибор, который их заряжает. Это оказалось гораздо выгоднее, чем постоянно покупать новые батарейки. Постельное белье мы меняем раз в 4 года, как и одеяло и подушки. Я почитала в чате GPT, что это абсолютно нормально. Мы не меняем, как некоторые, каждый год. И, конечно же, я ничего не глажу, потому что это расход электроэнергии, а также большой расход моих сил. На этом вот так вот я тоже экономлю. Мы пользуемся трубочками и нашли для себя металлические.
а также такой ёршик для их мытья гораздо выгоднее, чем из пластмассы. А это очень классное мыло, которое убирает пятна. Можно, кстати, использовать вместо пятновыводителя рассыпчатого. Горошиной пасты хватает, нежели дорожки. И да, я разрезаю упаковку. Вот такая швабра. И это швабра паровая, которая прекрасно экономит мне деньги, потому что мне не нужны больше моющие для мытья полов. Обычный горячий воздух растворяет всю грязь. Charity Shop — это такие магазинчики, похожие на секонд-хенды, но там встречаются и новые вещи, где можно приобрести различный декор и вещи, если вам нужно, и намного дешевле. Сейчас мы перейдем к различным приложениям. Да, я стараюсь меньше кушать в кафе, но иногда иду, например, с английского, я очень голодна, с собой мне не очень удобно брать, и захожу вот всякие такие приложения, посматриваю, нельзя ли чего-то там получить бесплатно. Например, вот сейчас вы видите Грекса, можно получить сосич ролл бесплатно, купив несколько до этого, или, например, в Коста какой-то напиток, и это реально очень удобно. Заходите в подобные приложения, я думаю, есть они в любой стране, и поглядывайте. Возможно, вы чего-то не замечаете. Например, как только мы сюда приехали, я не знала, что в магазине Lidl проходят разные акции, я столько всего пропустила и не забрала бесплатно, потому что не знала, что есть приложение, что это надо активировать вручную. Так что пользуйтесь этим активно. И также, если у вас день рождения, многие такие кафе дают подарки. А еще вот есть такое приложение, как Rituals. Это косметика уходовая всякая за телом в основном. Для лица у них тоже кое-что есть, для дома. И также я, когда зарегистрировалась, у меня был тогда день рождения, оказывается, они дают подарки. Мне дали гель для душа, очень даже хороший. Стоит он так уж и не бюджетно. За 250 миллилитров около 10 фунтов. Так что заходите, посматривайте. Лично в Британии есть очень много приложений, где можно что-то получить бесплатно. И это реально экономит ваши деньги, потому что никому не секрет, кто живет здесь, что даже обычная кофейня, самая простая, стоит здесь далеко не бюджетно. Дальше, примерно года полтора назад, я узнала о таких приложениях, как вот такие фотобукс, где можно бесплатно печатать фотографии, почему бы не сэкономить деньги. Обычно распечатка фотографий стоит очень дорого, если делать где-то в специализированных местах. Каждый месяц 45 фотографий через это приложение вам приходят бесплатно, и платите вы только за доставку. Также, например, в Британии есть прекрасное приложение Too Good To Go, когда рестораны, кафе, магазины не распродают свою продукцию, то к вечеру они делают классную распродажу. Абсолютно нормальная еда. Мы сами проверяли лично. Никакая не испорченная. За копейки реально. Вы можете поужинать. Вот, например, за 6,96 мы брали 2 английских завтрака. Они были просто огромные. Мы заезжали в это кафе в 11 утра, потому что завтракают обычно люди до 11. И что они распродали, они раздают. Нам досталась огромная, полноценная порция. Никаких не объедков, абсолютно нормальной, свежайшей еды. И мы классно, с удовольствием, вкусно покушали. Тогда была суббота и сэкономили кучу денег. Как минимум мы заплатили в 2 раза меньше, чем он стоил на самом деле. Вот так сейчас вы видите, он выглядел. Дальше, конечно же, магазины. Вот, например, тот самый Lidl, про который я рассказывала. В него надо заходить и прям делать активацию для того, чтобы получать какие-то бонусы, скидки, подарки. Это реально экономит деньги. Пользуйтесь этим, узнавайте, читайте, что есть в вашей стране, в вашем городе. Также есть разные приложения с ваучерами, и я тоже ими пользуюсь. В Британии, по-моему, они так и называются, Vouchers Go или как-то так. Я просто забиваю ваучер в магазин, и мне сразу через Google выпрыгивает. Очень-очень выгодно. Желаю всем удачи. Конечно, я рассказала не про все средства своей экономии, но про большинство из них. И опять же, повторюсь, если вам кажется, ой, это такие мелочи, но поверьте, вот такие мелочи, они крадут ваши денежки очень сильно. Всем удачи!